Приветствую, друзья! В продолжении темы бюджетных наушников самое время поговорить о недавно вышедшей внутриканальной модели TRN MT3. Похвалиться она может каким-то хитрым 10-миллиметровым динамиком, действительно интересным внешним видом и, конечно же, своей низкой ценой. О ней сегодня говорим. Поехали! Пришли наушники в просто миниатюрной коробке с витриной и адресом производства. Из характеристик стоит отметить импеданс 28 Ом и чувствительность 114 дБ. В комплект нам положили инструкцию, гарантийные талоны, 2 набора силиконовых амбушюр разного размера. На самом деле, сейчас в набор прикладывают дополнительную пару прозрачных насадок, мне ее досылали отдельно. Однако там только один средний размер, который мне, естественно, оказался мал. Других размеров у данных насадок, как мне ответил производитель, не существует. Показать их не могу, куда-то они, друзья, потерялись. Из имеющихся белые насадки давят бас, то есть вокальные, а черные, наоборот, басовитые. Впрочем, все они мне сели плохо, и я сразу же заменил их на КБ-07, продающиеся отдельно. Поверьте, с ними стало гораздо лучше. Кабель в комплекте тоже шаблонов не рвет, с вилочными QDC-коннекторами с сопротивлением на каждой из жил равным 0,6 Ома. Пользоваться таким, конечно, можно, но я бы заменил его не глядя. В принципе, вопросов к производителю и тут у меня нет. При общей цене в 1000 рублей я бы и сам хотел, чтобы львиная доля этих денег пошла именно на наушники, а не на комплектацию. Сами чашечки полностью выполнены из металла с отверстием для компенсации 10-миллиметрового динамика и средним по размерам звуковода. Больше же всего мне приглянулась их внешняя часть. Редкие дорогие наушники настолько красиво и аккуратно выполнены. В ушах модель сидит удобно, да и звукоизоляция тут на высоте. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас довольно продолжительный по величине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,6%, что вполне достойно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 98 миллисекундам без особо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с пологим таким заходом на середину, выделение области разборчивости с плата эдак до 8 кГц, после чего сделали заметную такую яму и дополнительно узким спектром подсветили 14 и 17 кГц, чтобы наверху, как говорится, хоть что-то было. С графиком от производителя мой более-менее схож. Насадки же на измерение какого-то кардинального влияния не оказали. Прозрачные мерить не стал, так как они только одного размера, а значит подойдут лишь редким счастливчикам. Звучат же MT3, как ни удивительно, примерно в свою цену. Никаких откровений на фоне других сильных конкурентов я лично не узрел. Так BGP Scale дают, хотя и не совсем естественную, но очень любопытную палитру образов. А KZ-ESX заметно подробнее, лучше строят сцену в глубину и четче на верхах. MT3 среди них, как некоторый такой усредненный вариант. Не так выразительно и мелодично, как ESX, и не так интересно, как Scale. Хотя, ради правды, у TRN тоже неплохо очерчены образы, присутствует вес и объем, прекрасно прослеживается мелодика, однако нет чистоты, словно все заслано небольшим туманом. Слушается это достойно, но, как я уже сказал, на уровне конкурентов. АЧХ у героев обзора, как вы видели, довольно равномерная, то есть без особо резких пиков, если не брать частоты выше 13 кГц. Следовательно, и по стилистике они будут достаточно универсальны. Не очень круто там, где требуется высокая прорисовка сцены в глубину, то есть всякого мультиинструментального. Однако для всего остального прекрасный вариант. У тяжелой музыки присутствует правильный жирок на ритм части, вокал чуть-чуть выдвигается вперед, а высокие особо не режут, хотя и чувствуются. В этом плане, признаюсь, MT3 мне даже больше понравились, чем более агрессивные ESX. Для джаза, ритм-н-блюза, фанка и разнообразной не слишком агрессивной электроники тоже прекрасно. Да, чуток не достает артикуляции, по выразительности есть легкая зажатость, но в сегменте до 1000 рублей я бы сильно докапываться не стал. Уверен, владельцы от них в полнейшем восторге, особенно если догадались заменить им кабель и насадки. Приятный такой просто сверхкомфортный звук.
Бас сильно в глубину не уходит и на фоне высоких частот не доминирует, хотя по текстурам там все более-менее нормально. Серединка с легким размытием, однако объемная и весьма музыкальная. Голоса слушаются достойно, а вот когда вступают духовые, чувствуется, что им немного, но не хватает энергии. По перкуссии модель вообще, скажем так, не чемпион. Все хорошо так отвели назад, за счет чего, собственно, мы получили тот самый комфорт и аудиальную теплоту. Не спорю, за 1000 рублей это уже очень много, особенно если вы слушаете что-то не особо круто записанное. Мне реально понравилось слушать их старый добрый рок, разнообразный металл. Там, где на других наушниках от лязга тарелочек сводило скулы, здесь слушается легко и непринужденно. Впрочем, есть и другая сторона. В альбомах с уже ослабленными верхами такое вот дополнительное ослабление совсем тушило запал. Так что круто, но, как и все в тематике звука, не супер универсально. Итогом, динамические наушники Terrain MT3 очень хорошо выглядят, прекрасно сидят, но комплектация у них вся сразу под замену. По звучанию же это комфортный, такой чуть теплый звук, без претензий на прозрачность и высокое разрешение, но с добротным весом, мелодикой и объемом. В джазе я бы предпочел им Scale или ESX, а вот во всяких агрессивных жанрах они, вот, друзья, реально показывают класс. Всего хватает, все находится на своих местах и без лишней яркости, рези и сибилянтов. Есть, конечно, небольшой уклон в верхнюю половину спектра, но даже он тут как бы мягче и вальяжнее. На мой взгляд, очень неплохие наушники для своей 1000 рублей. Если это тот максимум, что вы способны потратить на наушники, вполне можно брать. А на этом у меня все. Это были наушники Terrain MT3. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!